Зная историю Стиви, на него невозможно взглянуть без слез. Этот пес пережил много боли, он ничего не видит и не слышит, но несмотря ни на что, доверяет людям и верит в то, что когда-нибудь его заберут из приюта в самый любящий дом. Стиви натыкался на стены и крутился вокруг себя, от этой картины наворачивались слезы. Когда Николь Симон впервые увидела Стиви, то не смогла сдержать эмоций. Девушка посмотрела видеоролик, где слепой пес натыкался на стены и крутился вокруг себя, растерянный и беззащитный. Ей стало настолько жалко животное, что она приняла решение помочь ему, несмотря на то, что она была в другой стране. Жизнь двухлетнего метиса гончей по кличке Стиви была полна трудностей. Служба контроля животных обнаружила его бродившим по улицам Южного Техаса на границе с Мексикой. Его отвезли в переполненный питомник. Тогда никто и не заметил, что молодой пес отличается от других дворняг. Глухой и частично слепой из-за генетического дефекта, известного как микрофтальмия, Стиви был беззащитным. Он не мог понять, почему псы в питомнике огрызаются, когда он пытается дружить с ними. Из-за доверчивости у него осталась рана на ноге от укусов другой собаки. К счастью, Стиви вовремя спасли из питомника. Тем временем Николь, основательница Центра спасения в Торонто, решила перевести Стиви к себе в центр. Когда она впервые встретилась с ним, только больше полюбила особенного пса. Стиви был немного неуклюжим, но очень милым и нежным. Он не боялся людей, несмотря на все, через что ему пришлось пройти, рассказала Николь. Ветеринары выявили, что Стиви страдал от болезненной глазной инфекции, которая требовала удаления обоих глаз. Вскоре ему сделали операцию, и он благополучно восстановился после нее в приемной семье. Найти для Стиви постоянных владельцев оказалось сложнее, чем Николь думала сначала. Несколько раз Стиви забирали, но быстро возвращали назад. Слепой и глухой пес, полный неуемной энергии, стал проблемой почти для всех. Последний раз люди вернули его меньше, чем через сутки, объясняя это тем, что он громко лает, когда волнуется. Сейчас Стиви наблюдается у ветеринара, работает с тренером, принимает лекарства, пытаясь всячески побороть чрезмерное беспокойство и эмоциональность. Он все еще не может спокойно переносить одиночество и сторониться оживленных улиц и лифтов, но результаты заметны, жизнь становится менее напряженной для особенного пса. Сотрудники Центра спасения души не чают в Стиви, здесь он окружен лаской. Николь надеется, что для уникального Стиви обязательно найдутся лучшие хозяева, ведь им стоит только проявить немного терпения и любви. Стиви очень не хватает того человека, который сможет его принять и по-настоящему полюбить. Будем надеяться, что совсем скоро жизнь этого замечательного пса изменится в лучшую сторону, и он узнает, что такое настоящая любовь и забота.